Что ты шипишь? О, казалось бы, в предыдущих роликах все подготовил, все ровненько, все красиво. Бери да делай. Но нет, приключения в данном санузле продолжаются. Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебедский, это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я расскажу, с чего и как нужно начинать укладывать плитку в санузле, а также возможные ошибки как при выборе, так и закупке самой плитки. Этот ролик будет особенно полезен тем, кто захочет сделать санузел своими руками. Обязательно досмотрите ролик до конца, ставьте лайки и погнали! И первое, с чего необходимо начать, это с грунтовки основания. Вкратце расскажу о трех основных свойствах, которыми обладает грунтовка и для чего же она вообще нужна. Первое, улучшает адгезию. Второе, усиливает рабочую поверхность. И третье, это самое, скорее всего, важное, это то, что грунтовка уменьшает впитываемость основания, тем самым упрощает и увеличивает скорость выполнения работ. Что понадобится для грунтовки? Конечно же, сама грунтовка, малярный лоток. Если у вас ровные оштукатуренные стены, то желательнее всего использовать валик с длинным ворсом. Ну а если высокие потолки, то в дополнение можно использовать телескопический стержень. Наливаем грунтовку и приступаем к работе. Но при грунтовке основания важно запомнить одно правило. Большое количество нанесенной грунтовки не гарантирует вам о том, что ваше основание станет намного лучше и увеличится качество выполнения работ. Нет, грунтовку нужно наносить в меру. Стены загрунтованы, оставляем до полного высыхания грунтовки и тем временем приступаем к раскладке и точному подсчету плитки. Этот процесс обязателен, а в особенности, если заказчик говорит, что плитка куплена 1,5 года назад. Есть распечатанная раскладка плитки, вот эти вот слова «вроде бы хватает плитки» сразу намекают на то, что либо нужно бежать с этого объекта, либо настроиться на работу и сделать точный подсчет по факту, чтобы избежать дальнейших сюрпризов, которые могут появиться на завершающем этапе укладки плитки. Такое встретишь редко, но такие объекты бывают. Ну а более подробно расскажу после раскладки и точного подсчета плитки. Приступим. Но на самом деле... А ты что здесь делаешь? Да вот пришел спросить, почему так долго раскладываешь плитку? Это огромная благодарность магазину либо заказчику за то, что половину пачек заклеили обычным скотчем, что категорически делать лучше не делать, потому что я потратил полдня на мытье этой плитки. Ну так это нужно сделать побыстрее. Ну а что ты стоишь? Пойдем туда работать. Пойдем быстрее получится сделать. Ага.
Итак, после раскладки и точного подсчета плитки по факту, какие же можно сделать выводы? Первое. Плитки не хватает. А сколько же на самом деле плиток не хватает? Давайте пока оставим это в секрете. Об этом я расскажу в следующем ролике. На самом деле, до подсчета я никогда бы не мог подумать об этой цифре. Но вы пока можете только предположить в комментариях. Эта цифра находится в промежутке от 7 до 20 плиток. В процессе раскладки выявлено два брака. Один декор с надколотым углом и одна светлая плитка с отломанным углом. А при расчете и раскладке это тоже нужно учитывать. Такая же песня с напольной плиткой, но немного лучше. Ну а как же все-таки правильно закупать плитку? На самом деле плитку лучше всего закупать с мастером, который будет производить ее укладку. Также необходимо брать небольшой запас. Когда нам в санузле нужно было взять в запас один декор, одну светлую плитку и одну темную плитку. Она есть не просит, но когда-нибудь, возможно, она пригодится. Ну а если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что плитку я разложил по стопкам. Из них два вида декора, два вида светлой плитки и три вида темной плитки. О чем это говорит? Если прямо с пачки брать плитку и сразу же приклеивать ее на стену, то не факт, что получится красиво, потому что возможно будут какие-то повторения и это будет плитка уложена пятнами. А если сделать предварительную раскладку и разложить ее в шахматном порядке, чтобы не было повторений между собой, то так будет намного красивее. Получается приблизительно так. Плитку под номером 1 укладываем на плитку под номером 2, а плитку под номером 3 укладываем на плитку под номером 4. Если в цветах, то чем-то напоминает шахматную доску. Но это только в светлых тонах. Еще есть декор и есть темная плитка. Ну а более подробно о раскладке я расскажу в процессе укладки плитки. Но какую же плитку все-таки купить? Ну, если у вас огромный запас времени и у вас стальные нервы, то вы можете приобретать похожую плитку со множеством впуклостей и выпуклостей, но при этом наслаждаться потерянным временем на ее раскладку, а также запил внутренних и внешних углов. Хотя с внутренним углом есть два варианта стыковки. Ну а если у вас нет времени и у вас не стальные нервы, и вы хотите санузел сделать быстро, просто, красиво, а самое главное своими руками, то для вас есть другой вариант. А это тот вариант, о котором я вам говорю. Да, по цвету вам может эта плитка не понравится, потому что она может быть как красная, черная, желтая, огненная. Насчет огненной, конечно же, я пошутил. Главное, чтобы формат плитки был такой. Конечно, можно чуть больше, но она должна быть плоской, без всяких впуклостей и выпуклостей. Какие же плюсы с этой плиткой? Проблема с внутренними углами сразу же отпадает, а если есть внешние углы, то вопросов не возникает. Как минимум можно установить уголок, в более лучшем варианте сделать запил под 45 градусов, а вот чтобы вообще вопросов не возникало, можно сделать запил под 45 градусов и установить профиль Mercedes. И тогда ваш санузел будет смотреться просто огонь. С выбором плитки разобрались. Следующий вопрос, с чего и как начинать укладывать плитку. Пол либо стены. Первый и второй вариант возможен, но я начну со стен, потому что напольную плитку я еще не укладывал, так как мне предстоит выровнять пол не только в санузле, но и во всем доме. Укладка плитки на стены в основном начинается со второго ряда, и здесь тоже есть два варианта. В первом варианте выгоняется периметр второго ряда, а затем все остальные. Во втором варианте перед укладкой плитки необходимо установить ванную, чтобы сделать аккуратную прирезку плитки к ванной и в дальнейшем получить аккуратный силиконовый шов. Но на данном объекте ванна отсутствует и неизвестно, когда она появится. Поэтому я просто выгоняю периметр второго ряда, а затем все остальные. Основываясь на готовую раскладку плитки, то первый ряд начинается с целой плитки. Но для начала необходимо подготовить профиль по периметру, который будет служить опорой для второго ряда. В основном используется направляющий профиль для гипсокартонных конструкций 27 на 28.
Затем с помощью лазерного осипостроителя нахожу самую высокую точку. Чем меньше расстояние от пола до лазерного луча, значит эта точка и есть самая высокая, с которой и нужно начинать. Замеряю высоту плитки и делаю отметки на найденной самой высокой точке. Если плитка была бы ровной и без фаски, то я бы учитывал толщину напольной плитки. Но мне нужно будет срезать эту фаску, чтобы сделать ровное примыкание стеновой плитки к напольной. Отметки по периметру готовы, можно закрепить профиль на стене с помощью дюбель-гвоздей. Главное при сверлении не найти буром водопровод или электрический провод. Будьте внимательны. Подготовительные работы окончены. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то обязательно ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, а также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Скоро увидимся!